Всем привет! Вы на канале Дело мастера боится. В этом видео я покажу, как разобрать и отремонтировать отпариватель фирмы Kekotec. Данный отпариватель Kekotec имеет модификацию Smart Force 2000. Хороший отпариватель, но с недавнего времени он перестал работать. Отпариватель был упакован в такую коробку. Имеет инструкцию на английском языке. Отпариватель и мерный стаканчик для воды. Для начала необходимо налить воду мерным стаканчиком в емкость отпаривателя. Я использую бутилированную очищенную воду. Здесь ее нужно совсем немножко, около 150 грамм. Затем снимаем нижнюю емкость отпаривателя. Она просто отстегивается на себя. Затем снимаем верхнюю резиновую крышку и заливаем сюда воду до отметки Max. Здесь под наклейкой есть отметка минимум и максимум. Поэтому я пока налью для проверки прибора до отметки минимум. После этого закрываем герметичную силиконовую крышку на место и устанавливаем контейнер на прибор. Подключаем отпариватель в сеть. Нажимаем на 2 секунды сенсорную кнопку вкл-выкл. Вот начала мигать кнопка вкл. Ждем, пока она не будет светиться постоянным светом. Вот индикатор электропитания засветился постоянным током. Выбираем режим пар или деликатный пар. Нажимаем кнопку старта и ничего не происходит. Пар не идет. Разберем прибор и узнаем, в чем причина поломки. Снимаем контейнер с водой. Скорее всего, в этом отпаривателе не работает помпа, которая находится в нижнем отделе. Так как тен работает горячий, нужно искать причину в подаче воды. Для разборки прибора необходимо открутить один шуруп в нижней части под резервуаром для воды и 2 шурупа снизу под пароотпаривателем основным. После этого снимаем верхнюю часть. Она крепится по периметру на защелках. Я возьму плоскую отвертку для удобства. Начнем их отщелкивать, стараясь не поломать ничего. Устройство отпаривателя довольно простое. Вверху находится испаритель, нагревательный тен. И к испарителю подводится трубочка с водой, которая качается вот такой помпой. Очень часто проблема подачи воды кроется в этой помпе. Она очень чувствительна, и поэтому необходимо проверить ее работу и чистоту. Она вынимается очень легко. Здесь есть 2 контакта подключения на 220 вольт. Поэтому можно ее проверить, просто подав на нее напряжение. С помощью тестера я в первую очередь проверю наличие напряжения на этой помпе. Включаем для этого отпариватель в сеть и проверим, есть ли напряжение. При включении кнопки пуска на помпу подается напряжение 58 вольт, что очень мало, поэтому она не работает. Снимем плату управления, возможно, проблема в ней. Для того, чтобы добраться к плате управления, необходимо снять дно пароотпаривателя. Для этого снимаем упоры, резиновые подставки и откручиваем шурупы под ними. Сдвигаем плату управления вниз, и она выходит со своего разъема. Проверка компонентов силовой платы парогенератора показала, что неисправно это реле, которое отвечает за включение и выключение этого маленького насоса для подачи воды. Я уже купил аналогичное новое реле и проверим тестером, какие показатели на нем
и на новом реле. Новое реле имеет похожие характеристики, немного другой фирмы, рассчитанное на 16 ампер и напряжение 250 вольт. Если проверить контакты на обмотке реле, то можно увидеть сопротивление. В моем случае на катушке сопротивление 0,4 Ома. Если мы проверим эти же контакты на старом реле, которое впаяно в плату, то оно показывает полный разрыв. То есть катушка на реле перегорела. Я буду выпаивать реле с помощью паяльника. Вот я выпаял это реле, и видно, что один контакт у него не задействован. Значит, мы этот контакт подключать не будем, а впаяем все остальные разъемы. Один контакт на реле я просто загну внутрь пока. И будем паять. Оно отличается немножечко большим размером, но на плату влезет. Вот, реле впаяно, и после этого можно приступить к сборке всего парогенератора. Подключаем силовую плату к плате управления и собираем корпус. Устанавливаю фиксаторы. И устанавливаем на нижние болты резиновые заглушки. После этого подсоединим контейнер с водой на свое место и проверим, как работает парогенератор. Начал идти пар. Это режим щадящий от паровки, а это усиленный. После этого можно проверить работу отпаривателя на помятом халате. Вот медные помятости на рукаве. Попробуем их обработать отпаривателем. После работы отпаривателя видно, что мятин и сбрыж стало меньше. Не идеально, конечно. Утюгом намного лучше выравниваются все помятости. Но если нет времени, то вполне подойдет для быстрого освежения всевозможной ткани. Таким образом, причины поломки моего отпаривателя — то, что он не подавал пар, была поломка реле на силовой плате, которая регулирует все основные процессы. А также немного был забит маленький насос, который качает воду. Поэтому проверяйте этих два основных компонента, если у вас будет подобная поломка. Вы были на канале Дело Мастера Боится, смотрели видео о том, как отремонтировать отпариватель, если он не дает пар и не качает воду. Пишите свои замечания, комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами. Всем пока!